Всем доброго раннего утра. Каждый раз, когда я дарю вам работы с чертями, я считаю своим долгом объяснить, что есть черти – это хранители чертогов, которые отвечали за защиту и сохранность природы, которых призывали купцы, поскольку это хитрые духи, для того, чтобы они заманивали покупателей и тянули в их жизнь удачу и деньги. А есть анчутки, это заболотные, которых позже потом начали тоже называть чертями. И так это прозвище как бы так и осталось у них. Так что для того, чтобы отличить, есть черти добрые, шустрые, а есть черти злые. Это злые духи. Вот рожденные на болотах нечисть, нечистая сила. Однако к ним тоже можно обращаться, если умело, если правильно, если эта работа дана знающей мастера. Хочу вам подарить один очень рабочий и хороший метод, как закрыть дороги вашим врагам. Чтобы их намерения против вас не получались. Сколько бы они ни старались, все бы заканчивалось в пользу вас и их проигрышем. Для этого нужно женщинам в женские дни, это суббота, пятница, среда, мужчинам мужские дни, то есть дни, названия которых не заканчиваются на это мужские дни, покупать вот такой клубок шерстяной нити. Вот он. Не торгуясь или оплачивая картой. Не говоря о том, зачем вы берете. Дождитесь вечера. Идите в лесопарковую зону или в лес. Ну, не вглубь леса. Тут немного пройдите, чтобы никто вас не видел. Положите этот клубок под дерево. Начитайте 6 раз. Отвернитесь и уходите. И после того, как ваши враги ничего против вас не смогут сделать, откупитесь так, как вы считаете нужным. Для чего нужно откупаться? Объясняю. Еще раз говорю. Иногда мне люди пишут: вы знаете, я взяла вашу работу, сделала, все получалось, потом опять получалось. Я вроде откупалась, но вот как-то в какой-то момент они перестали мне помогать. Я спрашиваю: а как вы откупились? Ну вот помогла я там бедной семье. Другой человек говорит: я накормила кошек-собак или кормлю. Третий говорит: я отправляю для ребят туда. Значит, вам объясняю. Первый случай. Помогла бедной семье – это добрый поступок, это не откуп. Это человеческий поступок. Второе. Кошек-собак покормила. Человеческий поступок. Добрый поступок. Человеческий долг. Третье. Гражданский долг. Это замечательно. Но это не откуп силам. Вам ритуалы не собаки-кошки дали, и не та семья, которая бедная. Вам дали через человека силы. Вы откупаетесь от сил. Все остальные достойные, добрые, благородные поступки, они, конечно, это все похвально, это все идет в вашу копилку мироздания, и обязательно судьба вам вернет старицей за ваши добрые дела. Но это не откуп. Не пытайтесь обмануть силой мироздание и
не включайте дурака. Не слушайте то, что вам выгодно и удобно слушать, и не избегайте ту информацию, которая для вас не выгоден. Объясняю еще раз. Когда вам дают решить вопрос, проблему, вы должны закрыть этот долг перед мирозданием, чтобы эта проблема по новой не вернулась. Потому как оно крутится вокруг вас, так спиралеобразно. Когда вы откупаетесь, взяли, отдали. Что такое денежный эквивалент, например, или иной? Это энергия. Существует в мироздании закон равновесия, закон обмена энергии. Вы работаете, зарабатываете деньги. Другой человек работает, дарит вам работу, которая вам помогает. И он тратит энергию, и вы тратите энергию. Энергии за энергию откупаются. Объясняю вам, потому что пока вы внутри не поменяетесь и не поймете, как нужно правильно жить, те же самые проблемы время от времени к вам будут возвращаться. Это имейте в виду. Так что потом не говорите, вот помогали мне, помогали. Эти работы всегда помогают и очень долго дают шанс человеку. Могут годами помочь. Постоянно и во всем. Но в какой-то момент самый критичный и самый такой нужный могут перестать помогать. И несколько раз бывали такие случаи, когда человек, суд уже заканчивается, вот подходит к концу. Опять по новой. Уже должно закончиться, опять по новой. А почему вот не заканчивается? Я говорю, а ты попробуй откупись хоть раз за эту помощь. Человек откупилась незначительно, но откупилась. И вы знаете, все закончилось сразу же. Все закрыли, все решилось в ее пользу, закончилось, все. И не вернулось. Почему? Потому что пока ты должен, ты не закрыл эту воронку бед. Она кружится вокруг тебя. Отдай, откупись и закрой. Учу правильно жить. Если не хочет человек, он имеет полное право. Никто за ним не будет ходить и напоминать. Он сам должен знать и понимать. Но не удивляйтесь, что эти беды через некоторое время снова возвращаются. Потому как пока ты должен, оно будет вокруг тебя крутиться. Итак, особенно, когда вы обращаетесь к подобным силам, и они в пользу вас работают и помогают, они они бесплатно не будут помогать. Они помогут и будут ждать ответа. Если ответ не последует, больше не помогут. Мои работы так составлены, что если человек не откупается или не считает нужным благодарить, они ему не вредят, они просто перестают работать. И это не я так решила и не я так придумала. Это испокон веков, это всегда так. Как вы думаете, почему приходили к ведьмам сельским, когда говорят, вот приносили кому сколько не жалко? Нет, не совсем так. Были определенные работы, за которые полагалась плата. Были определенные работы, за которые человек по совести рассчитывался. Но тогда не было денежного эквивалента. Тогда приносили сахар, муку, делали дома какие-то дела, дрова приносили. В любом случае услугой за услугу платили, потому что это была сельская женщина, ей, в принципе, все, что было нужно, приносили. Сами покупали, носили, зачем ей ходить покупать. Сейчас другой век. Века меняются, мы же не в каменном веке живем. Поэтому сейчас человек считает, что самый легкий эквивалент денежный откупаться или как-то по-иному. В любом случае. Потом, те бабушки, которые брали сколько не жалко, они особо не помогали, между прочим, скажем так. Не все могли помочь. Так, поверхностно что-то снимали. А те, которые были сильны, если приходили люди, и они жадничали, то есть считали, что не обязательно прям или откупаться, или и мало пойдет, так они забирали у них здоровье и молодость. Поэтому они и выглядели молодо и здоровые были до 100 лет. Румяные, шустрые, при своем уме. Как вы думаете, почему?
Потому что не отдавая за работу проделанную ничего, человек отдавал здоровье. И в конце концов, ведьма имеет право брать у вас все, что хочет, если вздумается ей, если вы ей должны. Это уже зависит от ее моральных каких-то критерий, естественно. Но вы должны понимать, почему это делается. За гадание оплачивали, чтобы сбылось. За помощь в делах или в вызове жениха оплачивали, чтобы жених пришел, чтобы он был хороший и так далее. Объясняю вам. Тем, кому помогали ритуалы, в какой-то момент перестали помогать. Попробуйте поблагодарить и посмотрите, как снова начнут помогать с новой силой. Учитесь этому, потому что это пригодится в жизни. У моего сына были определенные трудности в детстве. С речью разговорной еще был маленький, в садике. Мы идем с одной родительницей. Да, я попросила логопеда заниматься с ним каждый день. Она вызывала и полчаса с ним занималась. Исправила речь полностью. Но я оплачивала эту работу. Естественно, мы договорились, я сказала, что я оплачиваю. Каждую неделю я оплачивала ей это время. И мы идем, и она говорит, что у сына, значит, какие-то проблемы с речью. Я говорю, вот логопед, можете там доплатить человеку, и она сверхурочно будет заниматься. Она обязана вызывать детей раз в неделю по 10 минут. Все. Она мне говорит, она зарплату получает, с чего я должна ей? Я говорю, да, она зарплату получает, и ее обязанность твоего сына один раз в неделю вызвать. Она это делает. Больше к ней претензий предъявлять ты не имеешь права, потому что она свои должностные обязанности выполняет. Но если ты хочешь больше, это время человека, значит, доплачивай, оплати ей время. Она, нет, не собираюсь. До сих пор ее сын картавит. У моего сына исправилась речь. Понимаете, человек, и причем я хочу вам сказать, что я тогда работала в школе, у меня небольшая была зарплата, а это люди мясо продавали, муж у нее работал в налоговой, очень нормально живущие люди, она пожалела денег. Потому что почему я должна платить? Вот положено, пусть работает. Да, положено. 10 минут в неделю она работает. Больше не положено. А дальше оплачивай человеку его время. Понимаете, о чем я говорю? Что скупой не просто дважды платит, скупой платит постоянно. Особенно к этим силам. Так к чему я веду? Если вы не собираетесь никогда благодарить, лучше вот подобные работы не трогайте. Потому что это все-таки силы, которые, серьезные. Они не накажут, но они больше могут не помочь. И в какой-то такой очень критичный момент жизни, когда вы обратитесь, и оттуда будет тишина, и вы опять будете стучаться в эту дверь, а там не откроют. Не удивляйтесь, что они прекратили с вами всякий контакт, потому что увидели, что вы только пользуетесь. Далее. Я могу вам помогать бесконечно, но если вы сами не поменяете свое отношение к миру, к труду других людей, вообще ко всему этому, эти проблемы у вас постоянно будут возвращаться. Научитесь окончательно срезать и заканчивать. И все люди, которые имеют привычку благодарить или заканчивать, или откупаться, у них приходит 100 раз больше. И они никогда не боятся, у них нет страха, что в какой-то момент перестанет помогать. Им всегда помогает. Понимаете? Вот о чем речь. Так вот, клубок шерсти, шерстяной нити, положили вечером под дерево, потому что дерево – это определенный посредник между миром темным и светлым, так называемым, в древние времена, потому что корнями уходят в землю, а конусом, вверх, в небеса. И на ветвях деревьев сидят духи.
Не просто так люди, которые живут рядом с лесом, люди, которые сажают деревья, у них больше благословения в жизни. Они дают духам возможность селиться в этом мире, найти себе место. Они им дают дом в мире, а взамен получают их благословение. Так вот, положите на землю под деревом. 6 раз читайте, отвернитесь и уходите. У ваших врагов начнется такое, что у них волосы будут стоять дыбом. Ой, не так сказал, дыбом. Утро сказывается. Знаете, который час? Ой, а вот, пожалуйста. Надеюсь, видно. Успех просто так не приходит. Приходит через огромный труд, титанический. Некоторые говорят, вот вы отправляете ребятам, все так могут, это что тут такого? Вы не представляете, какой это труд. Сколько она работает, сколько там это все надо, сколько нужно поддерживать. И деньгами поддерживаем, и трудом своим. Вы знаете, сколько таких волонтерских организаций закрылось? Не могут, не осилили, не смогли, не могут ни собрать, отправлять, не справляются, не получается. Все так могут, да? Нет, поверьте мне, не все. Организовать такое – это огромный труд. И при всем этом еще и нужно работать, и у всех есть свои семьи, свои трудности. Я к тому, что мы свой долг отчизне-то отдаем, понимаете? Вот всему надо дать долг. И животных пристраиваем, и там помогаем, и тут помогаем. Представляете, сколько отдается миру? Вот учитесь, как нужно жить, если вы ждете у мироздания помощи. Не забывайте, что вы тоже должны отдавать. А теперь заговор. 6 раз прочитали, ушли. И через некоторое время у ваших врагов все дела рассыпятся, по крайней мере, против вас. Не смогут вам ничего делать. Можете при надобности повторить, но обычно повторение не требует, как правило. Черная шерстяная нить, тоже напомню. Итак, заговор. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли. Чтобы чертихи в их домах селились. И все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила. Да будет так, и так будет. Заклято. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли.
чтобы чертихи в их домах селились, и все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила. Да будет так, и так будет. Заклято. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли. Чтобы чертихи в их домах селились. И все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила. Да будет так, и так будет. Заклято. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли. Чтобы чертихи в их домах селились. И все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила. Да будет так, и так будет. Заклято. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли. Чтобы чертихи в их домах селились. И все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила. Да будет так, и так будет. Заклято. Черт заболотный, мало тебе шерсти твоей. Возьми себе шерсти моей. Возьми себе этот клубок и отнеси в свою хату. Зови своих чертеняток. И чертиху свою зови. Раздай им нить, да накажи. Вязать веревки прикажи. Черти заболотные, вяжите по рукам и ногам моих врагов. Закройте перед ними все двери. Путайте их дела. Наведите на них морок. Ведите их в болото. Отберите их удачу. Пусть их язык в речах подвернется. Нога их об камень запнется. Им соль в глаза и в рот песок. Удачу у них, чтоб черти забрали. А деньги у них, чтоб чертенята украли. Чтобы чертихи в их домах селились. И все в их семье дрались и бились. Бери, черт, эту шерсть и исполни все, что я попросила.
Да будет так, и так будет. Заклято.